Всем привет! Сегодня у меня выезд на Фиорентино-Наполи. Наполи — это все же прошлогодний чемпион Италии с большим отрывом и очень крутой игрой. В этом сезоне у них дела так себе, но надо уважать историю. Фиорентина 2 года подряд в финале Лиги конференций. И в целом Флоренция — интересный город. Это последний матч в этом сезоне во Флоренции, поэтому, наверное, пора записать этот выезд для вас. Начинаем мы наш выпуск на автовокзале Сан-Донато. В Милане 2 автовокзала. Северный Лампуняна, я им пользуюсь чаще, и южный Сан-Донато. Вот сейчас я на Сан-Донато. Это автобус Итабас. Чаще всего я пользую Flixbus, но в Италии есть конкурирующая фирма Итабас, и у них часто лучше предложения, какие-то более удобное время выезда или лучше цена. Вот сегодня выбор пал именно на Итабас. Вот такие у них хорошие, красивые автобусы. Конечно, во Флоренцию круче ездить на скоростных поездах, но если не брать их заранее, то там цены кусаются. А вот Итабас я взял за где-то 7 евро до Флоренции. Почти бесплатная поездка. Так что в этом плане автобусы сильно выигрывают. Если брать билеты на скоростные поезда заранее, там бывают адекватные, иногда даже приятные цены. Но сейчас, например, вот сегодня в Флоренцию стоит доехать 65 евро. А я не люблю планировать сильно заранее, поэтому заранее дешево я не купил. А вот этот почти в день выезда можно взять за 7. Разница почти в 10 раз. Я думаю, что можно провести на часик-другой больше в автобусе. Повсюду можно встретить фанатов. Вот это определенно фанат Интера. По змее это можно понять. Едет он явно не на матч Фиорентино-Наполи. Всего-то 4,5 часа я на автостанции Флоренции. Она тут за городом. Автобус опоздал всего-то минут на 20. Для автобуса это практически ничего. Такое здание автовокзала. Вокзал и центр хорошо связан. Вот такой вот стильный флорентийский трамвай везет меня прямо к центральной ЖД-станции. Вот нажимаешь кнопочку, заходишь, вот там автомат, можно купить билет, но можно заплатить и картой. Евро 70 стоит проезд. Фикснули карту и поехали. Билет за евро 70. Вот тут предупреждают, что билет стоит всего евро 70. Но если вы его не купите, то вас может ждать штраф до 250 евро. Неплохо тогда за 250 на трамвайчике прокатиться. Они тут контролируют, ходят, проверяют. Я в центре, вот это их ЖД-вокзал, вот это прямой автобус к стадиону. Но у меня есть дела поважнее. Уже 5 часов дороги. Если вы не в курсе, как работает Поки, набираете себе чего хотите. Вот с 12:40 получается вот такая вот аппетитная штуковина. Я во Флоренции, это уже будет мой 13-й матч, что обычно я сажусь на автобус и еду прямиком до стадиона, но сегодня прогуляюсь чуть по городу, покажу вам какие-то базовые достопримечательности, я сам получу какое-то эстетическое удовольствие. От вокзала до стадиона пешком где-то 53 минуты, до матча еще где-то 1:40, так что успеем пройтись по городу, что-то посмотреть, вам показать. Вот, кстати, самый популярный автоштраф в Италии, вот эта зона ЗТЛ, трафика лимитато. Здесь немногие могут ездить, то есть либо местные жители, либо таксисты, а туристы по незнанию часто заезжают, их фиксирует камера, и это выливается в достаточно большие штрафы. Говорят, что это вот самый приносящий деньги в бюджет штраф в Италии автомобильный. То есть это больше, чем превышение скорости. Все такое люди, которые по незнанию заезжают вот в эти вот ЗТЛы. Что ж, сразу одно из самых знаменитых зданий Флоренции, их Дуомо, так называют главный собор города. Во Флоренции это Санта-Мария-дель-Фьоре. Вот его знаменитый фасад, мне кажется, во всем мире его знают. В целом город достаточно эстетичный. Вот такая вот базилика на этой же площади. Смотрите, например, на эти двери. Сколько деталей, и как все сделано.
изображены всякие, как я понимаю, библейские сцены. В это все можно сидеть и часами изучать каждую сцену, каждую детальку. Но сегодня у меня другие цели. Это так, беглый обзор. Но это, конечно, очень красиво. Все сделано. А если бы еще солнце светило как надо. Пораньше можно заходить внутрь. Я не помню, как ты там побывал бесплатно. Есть комбо-билет. Вот можно подниматься на вот эту башню. Можно подниматься на главный купол, который будет виден чуть издалека. И заходить в разные музеи. Но для этого я как-то выделю отдельный день. Потому что матч уже плюс-минус скоро. И надо мчаться. Италия вся полна символами религиозных орденов. Флоренция очень туристический город, и огромное количество туристов тут именно с США. Поэтому тут популярна американская музыка, и отовсюду слышно английская речь. Потому что после их городов вот эта вся архитектура, кажется, их сильно привлекает. Тут недавно был рынок. Ну, хорошая же локация для рынка, да? Так и постоять, поторговать можно с такими соседями. Вот она, гордая овца. Овца-победитель, которая гордо несет свой флаг. Это и главная площадь. Вот это вот здание, это мэрия. Там как-то можно было зайти прогуляться. Вот это слева, это знаменитая статуя Давида, которую сделал Микеланджело. Это ее копия. А оригинал стоит в музее, в знаменитом музее Флоренции. Это статуя Нептуна. Такая вот атмосферная итальянская площадь. А вот скульптура Давида, который победил Голиафа. В прошлом году, когда Фиорентина играла против Интера в финале Кубка Италии, они взяли именно это изображение в качестве хореографии, чтобы показать, что кто-то более маленький и слабый может победить кого-то более большого и крутого. Но, правда, Интер таки тогда выиграл. Но идея хорошая, статуя легендарная. И часто вот эти все композиции античных фонтанов кажутся какими-то странными. Но ничего, видимо, кто-то в них видит какой-то смысл. Флоренция известна своими кожаными изделиями, поэтому у них везде какие-то магазинчики с кожей, фабрики, производства. Ну и вот Плацмаркет тоже захватывает Флоренцию. Мы сейчас заходим на Понте-Веккио. Это знаменитая достопримечательность Флоренции. Это мост с такими вот торговыми рядами. Тут ведется торговля еще с античных времен. Многие любят гулять по этому мосту. Причем, вон, например, бутик Rolex, который находится прямо на мосту. Вот тут это развлечения. Вот мы подходим к середине моста. Так, сам солнце светит. А вот какой вид налево. Там галерея Уффици, знаменитый музей Флоренции. Вот. Тут всегда многолюдно. И это еще не сезон, хотя к нему близится. Вот бутик Rolex, находящийся прямо на мосту. Вы знаете еще бутики Rolex, которые находятся на мосту? Тут солнце чуть-чуть спряталось. Вторая сторона Понте-Веккио. И вот чуть не прошелся по картинам. Такой экспресс-проход по Понте-Веккио.
Продают они тут лизунов, слизняков. Как вы думаете, это официальная торговля? Но там вот вначале стояли полицейские, но как-то их это все не особо волнует. А в Италии часто полицию что-то не особо волнует. Сейчас сегодня играет Фиорентина-Наполи, а вот человек гуляет по Флоренции в футболке Интера. Италия это нормально, это их повседневная одежда. Вот они, обычные площади Флоренции. Люди сидят в кафешках, таксисты пользуются тем, что они могут тут ездить. Очередные дворцы, звонят колокола. В общем, туристическая мекка. Такие вот улочки. В принципе, во Флоренции любую улицу, по которой я иду, можно снимать, это будет красиво. Ну и, как по мне, интересно. Я обожаю все это рассматривать. И люди такие разные, интересные. А вот у них такие паркинги. Прячутся внутри домов. Есть еще двухуровневые с такими машинками, которые поднимают одну машину до второй машины. Потому что, как вы понимаете, места во Флоренции очень мало в связи с тем, что город очень старой застройки. И тогда не рассчитывали, что будут машины, и что вообще столько людей будет, столько туристов. А это все сохранено. Поэтому с автомобильным транспортом тут, конечно, сложности. Но вот ездят. И вот на таких гоняют. Вот это прям грузовичок какой-то. Irish Pub. Why not? Идеальное название для места, где пьют вино. Почему бы и нет? Ну, иди, выпей, дружище. Я, правда, не пью. Мне нравится в Италии, что у них везде много зелени. Как бы город-то застроенный, но вот идешь, и вот эти вот кустарники очень вкусно пахнут. Такой запах итальянского лета. Вот идешь по вот этим улочкам, среди вот этих всех ставней, и попадаешь вот на такое вот дерево. Даже интересно, сколько ему веков. Выглядит впечатляюще. Это, видимо, двор какого-то собора, может, школы, публичного определенное место. Транспорт итальянцев. Что-то не сложилось у него. Да, вон там дворик. Люди сидят, отдыхают, читают книжки. Вот под таким вот красавцем. Что не здание, то произведение искусства. Что это тут у нас? Это библиотека. Посмотрите на эту библиотеку. Тут же хочется зайти да почитать что-то. Видите? Закрыто. Но я попытался. Вот. Эти сады. Вот любимое развлечение итальянцев. Сидеть на площадях, что-то выпивать, общаться и слушать музыку. Вот очередной прекрасный садик. Вон детвора с мячом. Возможно, это будущие игроки Фиорентины развивают свои навыки. В Италии очень много чего про футбол. Человек играет на баяне. У них дуэт прям. Ничего, что я со спины их снимаю. Тут я понимаю, что многие идут на матч по этой дороге. У них такая локация, где можно многих порадовать. Вот она, типичная Италия. Молодежь собирается возле бара и выпивает. И вот сидят прямо так, и никого это не смущает. Тут так принято. Людей очень много, люди очень разные. Атмосфера достаточно интересная. Смотрите, у нас все обычно пытаются скрыть, а тут вот такие вот ворота. Что люди ходят и смотрят, что внутри.
Кажется, люди называют пиццерии по тем местам, откуда они приехали. Вот Амальфитана. Это, видимо, кто-то, иммигрант с прекрасного побережья Амальфи. Я там был, там очень красиво. Очень много пиццерий называется там в стиле Белла Наполи, Наполи, Наполитана. Видимо, выходцы с юга приезжают на север и открывают простой и понятный им бизнес пиццерии. Стена, стена, стена. Опа, секретная дверь. Как в старых дворцах, чтобы король сбежал незаметно. Вот такие странные фотообои. Какие-то, я даже не знаю. Это даже не обои, это обои. В общем, странное решение, как для Флоренции. Вот тут сверху натуральный камень. Это, видимо, мне кажется, какие-то китайцы владеют этим зданием, и они решили применить свои китайские технологии, которые они внедряют во Флоренцию. Посмотрите, вот как тут по сторонам. И тут вот такой вот дешевый фейк. Очень странно. Просто на какой-то шифер набили. Ну, в Италии такое бывает. Ну и вот сверху оставляют сделать лучшего состояния. Но, видимо, скоро кто-то попадет на дорогостоящий ремонт. Флоренция и в целом Италия очень популярна. Представители из Азии. Вон ребята в фиолетовых футболках явно направляются на стадион. В принципе, я думаю, что уже мы с ними вместе до конца. Вот простые улицы. Это я уже отодвинулся от центра. Но все равно как-то атмосферненько. Несложно догадаться, куда идет этот парень. Не самый невероятный дом, который я видел в Италии. Но это же просто обычные жилые дома. Тут живут простые флорентийцы. Красивенько. Я даже иногда в окна люблю заглядывать. Вон там у человека явно библиотека. А вот в Венеции я как-то плыл по Гранд-каналу. Там огромные окна, потому что это самые богатые дома, которые выходят на Гранд-канал. И прямо с канала, смотря в эти окна, ты видишь огромные произведения искусств, которые висят на стенах этих дворцов. И чаще всего это просто частные чьи-то коллекции, просто жилые дома. Видишь, вот они только что ругались, видимо, за парковочное место. Типичная сцена в Италии. Со мной как-то чуть не подрались из-за парковочного места. Ну, вы понимаете, я человек справедливый, спокойный, но вот попадаются неадекватно горячие итальянцы. Вот на самокатиках народ гоняет. Ругался за место и стал прямо на перекрестке. Явно был спор за паркоместо. А вот флаг Фиорентины. Итальянцев очень популярно вывешивать флаг своей любимой футбольной команды прямо на балконе. Такая короткая динамическая прогулка. Я уже на окраине города практически. Вот там виднеется стадион. Вон они, тосканские холмы. Закат. Вот я думаю, что где-то там вдали на холмах жить достаточно интересно. Там такие виды, правда, добираться неудобно до города, но атмосферно. Вид окраин Флоренции. Флоренция довольно небольшая. Понятно, что перед матчем много полиции возле стадиона. Вот тут уже все запарковано. И паркуют свои мопеды. И вот уже пешеходная зона перед стадионом. Полиция никого не пускает. Виднеется первый кордон полиции и первый кордон продавцов сувенирки. Все в фиолетовом. Вот это маленький стадион. Тут, видимо, молодежка играет. Ну вот и виднеется чаша стадиона Фиорентины. Как по мне, одного из худших стадионов серии А. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Вот уже вип-въезд. Вот, видимо, к вип-входу подъезжает кто-то из локальных звезд. Остановился, видимо, раздать автографы, дать людям селфи с ним сделать. Не знаю, кто это, даже когда увижу, я вряд ли пойму. Вот стадион Фиорентины, это про очереди. Вот это, по идее, очередь на довольно дорогие места, но все равно тут очередь. Все очень плохо организовано.
Был период, когда люди без клубных карт Фиорентины могли купить билеты только на вот эту дорогую сторону. Мне приходилось ходить сюда, хотя видно тут точно так же, как на дешевой стороне. А разница в ценах, ну, в 3 раза может быть. Ну, а сейчас они это исправили, образумились. И теперь я покупаю билеты напротив. Кстати, билет стоит 38 евро на этот матч. В принципе, для Италии адекватная цена. Вот это вот вход на стадио Коммунале Артемио Франчи. Здесь заходят футболисты. Сюда приезжают автобусы с составами игроков. В общем, такое место, тут стоят фанаты перед матчем. Ну, пораньше я уже поздновато пришел, я снимал Флоренцию. Но вообще вот тут вот флорентийская элита заходит. Стадиона все в фиолетовых цветах. Люди в футболках. Ну и архитектурка возле стадиона в порядке. Какое-то послание от фанатов Фиорентины, которое надо будет перевести еще. А вот это уже вход на курву, на заворотную трибуну фанатов Фиорентины. Вот они уже там толпятся, вывесили флаги. Там большой фудкорт. Вот это вот все траки стоят в 2 ряда и продают людям хот-доги, воду и все такое. Но до матча минут 15, так что мне уже не до этого. Ну, как понимаю, тут перед матчем собираются фанаты Фиорентины. Там такая тусовочка, постоять, пообщаться, обменяться предматчевыми мнениями, и потом вот они отправляются вон туда. Я у моего гейта. Ну, матч не самый топовый, поэтому очередь достаточно небольшая, как для этого стадиона. Вон там виднеется творчество местных ультрас на заборах. Ну, типичное место для творчества ультрас. Вот первый кордон будет проверять, совпадает ли мое имя в билете с моим именем в документах. Потому что спекуляция тут запрещена. Что напрягает в итальянских стадионах, это малое количество гейтов. Вот 4 гейта, толпа большая, всех начинают глючить телефоны, недостаточно яркости, там плохая копия билета, создаются очереди. Ну сделайте же вы больше гейтов, ну есть же пространство. Нет, экономят что ли? Ну это же небольшие деньги для футбольных клубов. А сколько было бы радости для болельщиков, насколько приятнее быстрее зайти на стадион, стоять и ждать. В каждом входе очередь. Ну, типичная ситуация, у нее бумажный билет, а электронные билеты там, все стоят, тупят, проходят дальше. Что ж, я внутри. Вот Олимпийская башня, одно из самых бесполезных сооружений для футбольных стадионов. Такая чаша. Вот тут продают атрибутику. Надули магазинчик. Вот подтрибунка. Можно купить еду, воду. В ожидании матча. Это так называемая курва. Тут сидят фанаты Фиорентины. Снова это мачта. Самое бесполезное сооружение. С точки зрения футбола стадион супер неудобный. Вот посмотрите, пространство между воротами и фанатами, и вот каково-то в первых рядах. С точки зрения архитектуры стадион крутой. Он построен в 1936 году 2 очень известными архитекторами. Один из них даже строил холл в Ватикане. Но с точки зрения футбола, вот понятно, что эти люди, скорее всего, на матчах особо-то и не были. Потому что с точки зрения футбола все неудобно, непрактично, не рассчитано. Там вот в конце, видите, зеленые кабинки в качестве уборных, потому что их не хватает для такого стадиона. В общем, ну, вот такая вот конструкция, по ней, конечно, подниматься интересно. То есть необычный архитектурный опыт. Но с точки зрения футбола это не стадион, а какое-то. Ну, вы же знаете, что на матч придет там
40 тысяч человек. Понятно, что это много уборных. Ну как можно было изначально их не спроектировать в достаточном количестве? Как и входов, как и всего остального, как обзор с трибун. Но красиво. Вот где вы еще будете подниматься на стадион? Вот по такой изогнутой лестнице. Да и виды за стадион, посмотрите, какие. Конечно, это не заслуга архитекторов, это заслуга природы. Но и молодцы, как бы, сохранили, не испортили. Поднимаюсь на трибуну. Проблема вот этой башни абсолютно ненужной, что вот ты тут сидишь, и ты из-за нее не видишь сейчас поле. С той стороны такая же проблема. Как меняются настроения ультрас. Вот это ультрас Наполи. В прошлом году они были готовы ехать на любой стадион, на любой матч. Стадионы были полные. Вот этот бы стадион весь был заполнен фанатами Наполи. А сейчас они не заполняют даже свою вот эту курву, свое местечко для ультрасов. Потому что клуб на 9-м месте. И, возможно, останется без Еврокубков. В общем, фанаты недовольны, вот они подготовили какое-то послание. Ну, их можно понять. В прошлом году чемпионы, а в этом году на 9-м месте тащатся. Вот, сверху, как я понимаю, менее радикальные фанаты, а снизу более радикальные фанаты. Фанаты Наполи, они тоже разделены и неоднозначны. Смотрите на эту трибуну. Ну вот как на ней можно смотреть футбол? Вот. Смотрите на расстояние между воротами и трибуной, вот на нижних рядах, вот кто это проектировал, вот как он собирался смотреть футбол? Ну вот явно, что человек не был на стадионах. А вот эта башня, это, конечно, что-то с чем-то. Вот нигде такого бреда нету. Но флорентийцы выделились. Еще из проектировочной глупости, вот смотрите, вот эта трибуна, она дороже, чем та, где я сейчас стою, и даже чем вот те места по центру. Потому что она с той стороны, почему-то у них вот есть дорогая сторона. Но посмотрите, вот люди, которые сидят вот там, насколько им неудобно из заднего угла наблюдать за происходящим на поле. Я не знаю, но это просто извращение архитекторов над фанатами. Вот сделать для людей вот такую трибуну, которая просто вот где люди, а где те ворота. Ну, явно далекий человек от футбола это делает. Мне нравятся английские стадионы, где фанаты вот прям вот уже вот тут вот сидят за воротами. Все, видите, тут же нет большого количества каких-то беговых дорожек или вот там вот это все олимпийского движения. Тут, в принципе, достаточно близко поле. Но сделано очень неудобно и далекое отклонение. То есть как Сан-Сиро нависающие ярусы, далекая посадка. Сел посмотреть футбольчик. Нет, конечно, не самое худшее, что могло бы быть по местам. Но вот это же не несет функционального назначения. Там не стоят никакие камеры никогда, ну, для съемок матча. Просто рудимент. Да, конечно, тут сидеть не буду. Кто-то же сидит. Он бегает Миша Кварацхелия. Самый дорогой грузин в истории. Грузинский футбольный игрок. В прошлом году стал одной из главных звезд европейского футбола. Ну, в этом вы видите, Наполи как бы так себе. И о
вообще не отреагировал. Стадион опечален. Но эти парни просто так не сдадутся, они будут с клубом до конца. А вот фанаты Наполи сегодня, видимо, поддерживают клуб молча. Даже не слышно никакой радости. Какие-то проблемы с президентом у них. Так, я вспомнил уютное местечко на этом стадионе. Прям под этой штукой. Ну тут, видите, большой брат следит за тобой. О, неплохо. Я как стюард буду. Хотя бы видно и одну, и вторую фанатскую трибуну. Пожарные прямо со шлангом. Успокаивают фаеры. Фанаты Наполи поют даже в перерыве. Максимальная поддержка. Больше всего на стадионе сегодня бегают вот эти два парня. Сейчас они этот фаер потушат и прилетит следующий. Им не дают скучать. 2-1 к перерыву. Наполи вначале повело в счете, но Фиорентина забила и даже потом вышла вперед. Очень странный гол от Наполи с углового. Очень красивый гол от Бераги со штрафного. Кстати, это уже мой 13-й визит на этот стадион. Просто красивейший гол со штрафного от Кварацхелии. Вначале он его заработал, потом он его исполнил. Судья показал на точку, что будет пенальти, но побежал смотреть ВАР. ВАР убивает футбол и МТЛ. И все равно они делают ошибки. Пенальти не будет. Что, офсайд, походу. Скоро в Англии вроде уже приняли правило, что когда судья меняет решение через ВАР, он должен объяснять, почему и какое решение он принял. Голая трибуна. Что ж, закончили 2-2. Яркий атакующий футбол. ВАР назначил пенальти, но отменили. Я обычно стараюсь быстро спускаться по этой лестнице и уезжать, если матч поздний, потому что у меня уже через час автобус в Милан. Поэтому желательно успеть. Надо двигаться быстро. Там парни еще долго будут петь, барабанить, праздновать ничью, но это ничья, это почти как победа. А Фиорентина 8-я, Наполи 9-й. 8-е место попадает в Еврокубки, 9-е не попадает. Так вот, в прошлом сезоне Наполи был чемпионом, в этом сезоне Наполи не попадает даже в Еврокубки. Хотя он играл в этом сезоне в Лиге чемпионов, я был на его матчах Лиги чемпионов, но, видимо, по делам. В итальянском футболе всегда много полиции, но полиция всегда находится за стадионом. У меня, наверное, более 500 матчей в Италии, ну, около того, скажем так. Знаю четко, сколько в Италии. И я, по-моему, ни разу не видел полицию внутри стадиона. Ну, потому что не было инцидентов. Да, я, бывает, видел какие-то заварушки за стадионом, но на стадионе обычно тишина и покой. Остатки былой роскоши. Народ тут перед матчем разминается и все оставляет. Но это все быстро уберут. В Италии так быстро работают уборщики, что оп-оп, все чисто. По-моему, Фиорентина подумывает о новом стадионе. Потому что этот стадион, конечно, понковый с точки зрения архитектуры 30-х, но никакой с точки зрения футбольного стадиона 2020-х. Вот это рейндж прямо за стадионом. Вон стадион. И вот тут вот, посмотрите. Такая архитектурка. Такой. Флоренция. Миленько. Вот люди даже так ходят на футбол. Все на футбол.
в любом состоянии на футбол. Кстати, фаншоп Фиорентины. У них на стадионе полноценного фаншопа нет. Тут вот эта надувная раскладка. А вот тут перед матчем я могу что-то купить. И билеты тоже покупают вроде. Вот у разных городов разное отношение к доставке фанатов после матча. Где-то такие типа крутитесь как хотите, а во Флоренции вот они готовят автобусы, чтобы фанаты могли добраться до центрального вокзала. Ну а оттуда уже кто куда. Поэтому я знаю, что хоть у меня автобус меньше, чем через час до Милана, вот благодаря этим автобусам я смогу нормальненько добраться. И успеете, может даже успею перекусить на дорожку. Помните парня, которого я 2 раза встречал по дороге на стадион в зеленой кофте? Вот снова он. Вот так вот эти пересекаются. Так, автобус через 28 минут. Во Флоренции есть редкость для Италии, круглосуточный Макдональдс. Вообще не зря ж придумали фастфуд. Я думаю, что 29 минут я и поем, и на автобус успею. Человек, который постоянно запрыгивает в уходящий вагон, это именно про меня, потому что сейчас вот 23:28, вот 23:40 уже уходит мой автобус. А мне еще до него надо 10 минут идти. Ну, кстати, хорошо, что у него есть остановка в центре города, а не только на этом загородном вокзале. Так что у меня все по графику. Я вот в последние 2 минуты, но успеваю. Видите, вообще сегодня и Флоренцию успел показать перед матчем, и на матче побывал, и вот сейчас покушать успел, и перед матчем успел перекусить. И вот уже подхожу к автобусу. Вот что такое хорошо попадать в тайминге. Может, ну сегодня тут Милан, посмотрите, вот это какая-то старая вилла. А вот там вот они поставили сцену, играет хорошая музыка. Во дворе прям вот что-то такое интересное происходит. Как-то надо было бы сюда попасть. Выглядит привлекательно. Лазерное шоу прямо на стене виллы. Ой, что-то Милано. Да, у меня через 6 минут уходит автобус. Ну интересно же, что тут. Ну, выглядит интригующе. Надо запомнить. Я же думаю, я не последний раз во Флоренции. Но это... Я не знаю, это постоянно или временно? Я думаю, что это что-то временное сделали. Хотя, может, это открытие нового заведения. В общем, в Италии умеют делать красиво. Причем похоже, что нет никаких билетов, ничего, просто фейс-контроль. Вот люди просто берут и заходят, и не показывают никаких ни пригласительных, ни билетов, ничего. Просто оп, и прошли. Так и я мог пройти. Ну, если бы у меня автобус не был через 5 минут. Но автобус через 5 минут. В общем, тут остановка фликсбасов, а вот тут автомат, в котором можно купить воду. Ну какой в нем смысл, если ты не можешь к нему зайти? Почему? Почему не поставить автомат снаружи? Вот как? Почему? Вот я попил бы, я бы сейчас взял водички, но нет. Придется ехать до Милана сухим. Комната ожидания есть, но они, видимо, закрывают ее рано. Хотя автобусы-то ночью приезжают. Вот какой в этом смысл? Не продумано. В общем, 23:40. Люди есть, я на остановке, а автобуса нет. Но вот непорядочно. Если бы я знал бы, я бы и воды успел бы купить, и на вечеринку бы еще заскочил. А так вот хотел не опоздать, прибежать впритык, а в итоге опаздывает автобус. Так вот, кто-то ждет фликсбас до Милана, а кто-то явно идет на ту вечеринку, на которую я не пошел. Что ж, вот он, мой зеленый красавец. На нем даже в Базель можно было бы уехать. Но мне до Милана достаточно. Что не так уж сильно он опоздал, минут на 5. Я на 5 часов фликсбаса опаздывали. Так что этот пунктуальный. Выбежал воды купить, чуть на автобус не опоздал. Всего 1:20 опоздания. Я в Милане на автовокзале. Но фликсбас не виноват. На трассе была какая-то мега авария, и прямо этот 1:20 вся трасса стояла и ждала, пока освободится проезд. Вот вам суета утреннего автовокзала Лампуняна. Вот так вот выглядит утренний автовокзал.
Мой автобус едет дальше. Метро откроется в 5:45. Но есть ночные автобусы. Одно из преимуществ Милана, вот есть ночной общественный транспорт, и можно доехать. Транспорт с личным водителем подан. Вот мой следующий автобус. Я думал, что я успею до следующей остановки. Но полиция рановато запустила. Тоже, видимо, это утренний инцидент. Что произошло? Непонятно. НТВ, что ли? Похоже на это видео. Вот уже ходят трамваи. Это утренний миланский мусор. Вот так вот каждый двор выставляет свой мусор. Он вдоль дороги лежит и проезжает машина, все собирает. Этим занимается консьерж, как я понимаю. Вот для чего в Милане нужны консьержи. Так вот это все происходит. Видите, как хоп-хоп, картон полетел. Они, по-моему, по определенным дням собирают определенный мусор. Сегодня, значит, день картона. Разные машины собирают разный мусор. Вот это только картон забирает, а остальное осталось. А сейчас поедет машина, которая забирает что-то другое. Для меня футбол кончается не с финальным свистком, а когда я попадаю домой. И вот, кажется, скоро этот момент наступит. Вот такие вот, скоро сутки. Такой вот выезд. Но мне понравилось. Сейчас лягу, посплю и поеду на новый футбол. Вот уже буквально через 8 часов у меня выезд на Торино, Милан в Турин. Думаю, тоже будет интересно.